Ребята, всем огромный привет! Я в поиске лучшего субстрата для своего дракона. Смотрите, сегодня смотрю, начал желтеть лист. Я его достала из перлита. И как и ожидалось, корней я не нашла. Но главное, что не сгнил. И это хорошо. И единственное, что я у него нашла, девочки, клубенек. Клубенек. Я его в мох посажу. И я вот подумала, что так как он столько времени прожил в перлите, ничего не нарастил, я посажу его в этот же стаканчик, только в мох. Ну, потому что, ну как это так? Ну как это так? Клубенек тоже я посажу в мох. Я очень рада, что обнаружился клубенек, я его сняла. Он один был. Есть хоть какой-то шанс, что этот клубенек начнет нормально расти. Сейчас надо, девчонки, посмотреть видео, как правильно клубеньки проращивать. Ну, знаешь, что делают теплички и в мох. Немножко грязный мох этот. Ну, это лучше, мне кажется, будет, чем перлит. Я, честно говоря, уже не знаю, что ему предложить, этому гражданину. Вот такие мои муки с этим красивым растением. Вы знаете, сейчас покажу вам, на каком этапе, что происходит с моими остальными алоказиями. Видите, я просто вот так вот обложу мхом и буду следить, чтобы мох не пересыхал. Тепличку я не знаю. Наверное, не буду отправлять. Надеюсь, что он так смилуется надо мной уже, наконец-то. И начнет так хотя бы растить свои корешки. Вот. Девочки, очередной раз я его пересаживаю в очередной вид субстрата. У нас был грунт, только керамзита не было. В общем, у нас был грунт, потом был перлит, теперь у нас мох. Короче, это ужас. Ну как это? Ну что это? Наверное, сухо ему у меня. Что-то вот ему, что-то вот не нравится. Что-то не нравится. Так, ну а эту красоту надо организовать стаканчик. Маленький, положить мох. Я, наверное, сейчас возьму, у меня есть живой мох. Именно для этого малышарика. Красота. Нашла свой мешочек с прошлогодним, но живым мхом. Я много не буду, наверное, мха ложить. Какую-то небольшую часть. Увлажню. Он и так влажный, но я, конечно, его еще увлажню. И просто вот в этот мох я положу, на этот мох положу эту красоту. Вот это я его, получается, открепила, вот оторвала вот от основного растения, если его можно так назвать, основным. Меня цветлак. Но он меня уже просто в таком напряжении держит. Я вот просто положу, наверное, так сделаю. Я думаю, что нет необходимости его закапывать. Просто горизонтально будет лежать. И здесь у него уже, как бы, я вижу, росточек появился. Росточек. Вот так вот. Представляете, чем мы тут с вами занимаемся? Такая красота. Немножко сбрызну мох. У меня здесь фунгицид. Как раз я обрабатывала растения. Я даже не знаю, прикрывать его больше или нет. Честно говоря. Ну, такой малышок. И он у меня отправится. Вот так я его слегка прикрою. Боюсь же, чтобы он не загнил. И отправлю его, поставлю, найду место в тепличке, поставлю его в тепличку. Ну, хоть дитя дал, и на том спасибо. Короче, вот такая вот морока.
с ним, с этим красавцем. А этот буду растить в мхе. Посмотрю, появятся корни, не появятся. Будет видно. Жадина. Жадина. Сейчас вам покажу остальных своих алаказик. Я обещала, что буду рассказывать новости с нашей грядки с алаказиями. В общем, ребята, смотрите. Моя Поли. Тут уже дитя растит. Надо их, наверное, уже разъединять. И вот она крутит лист. Ура, ура, ура. Вот здесь у нас вот лист выходит. Крутится. Конечно, уже надо ее заглублять. Но пока она здесь сидит, вроде неплохо. Мне интересно, какой она выдаст очередной листик. Очень интересно. Вот, Поли, покажи пример всяким там драконам, как нужно расти. Так, здесь у меня какая-то безнадега со злани. Я так обрадовалась, когда он выдал вот этот ростик, как новый листик. Но он почему-то стоит и не движется. А злани красивый лист. Было два, один испортился, но пошло движение. Но это движение чего-то стоит на месте, корней я тоже особо не наблюдаю. Ой, или это корень, или что это? А нет, это мох прицепился. Я захотела. Так, девочки, ну пока корней нет, ну подождем. Все-таки рост какой-то появился. Не знаю, посмотрим. А злани красивая, но вредная. Не менее красивая и не такая вредная, как показалось мне, как начинающему любителю этих прекрасных растений, что вот эта Red Secret не так вредная. Единственное, она наклоняется вот так, видите, к свету. Она тоже крутит лист. Я вчера вечером их поливала, обнаружила, что они уже... Вот у нее корешки тут неплохие. Девочки, в грунте тоже они неплохо растут. Ну вот видите, очередной лист. Мне не нравится, что вот кончики листиков от недостатки, видимо, влажности воздуха так подсохли. Ну знаете, хоть какой-то процесс роста у нее можно наблюдать. В отличие от некоторых. Вот. Так. Смотрите, вот Мело. Мело тоже раскрутила мне такой симпатичный листик. Пока тишина. Сейчас заглянем, что тут у Мело. Ну, у Мело тут есть корешки, их видно, но плохо видно, потому что мокро. Вот этот лист, наверное, надо уже обрезать. Я что-то жду, не обрезаю. Вижу, девчонки обрезают вот на таком, до такого даже не доводят. Обрезают и все. А мне все как-то думается... А вдруг наврежу? Девочки, надо вот это обрезать, что не эстетично, да? Надо ножничками вот это подстричь, а этот можно просто обрезать. Я думаю так. Сейчас мы это сделаем. Как я поняла, у алаказий главное сохранить корни, и главный показатель их успешного роста – это количество листьев, я так поняла. Но у меня как-то так не сильно. В общем, я этот... обрежу листик. Ой, взяла ножницы маникюрные. Ну и здесь надо будет потом подрезать. Ну, обрезала, потому что, ну зачем этот сухостой здесь, да? Они у меня сейчас быстрее просыхают. Я чаще начала поливать. Когда было влажно весной и прохладно, я вообще их поливала раз в неделю. Даже на 8-й день у меня полив был. Даже не неделя, а чуть больше. Они в таких маленьких горшочках не сильно и просыхали. Так, смотрите, кто у меня есть. Вот. Жаклин. Мадам Жаклин, услышав мои крики о том, что я от нее не могу ничего дождаться, она вдруг решила мне новый листик вырастить. Такая красота, видите?
Но надеюсь, что все будет нормально. И она, следующий лист будет давать более такой объемный, чем предыдущий, вот этот маленький. Но все равно симпатичная, да? Классная такая, смотрите. Здоровская. Зелененькая. Но я на нее не обижаюсь. У нее тут корни растут. Смотрите, вот казалось бы, начиталась, насмотрелась про нее ужасов. А она вроде как ничего. Такая вот молодец. Так, ну и последняя алоказия, которая у меня показывает себя на отлично. Это скальпрум. Вот скальпрум, мне кажется, вообще та алоказия, с которой можно легко договориться. Вон даже вижу, что-то там уже выглядывает. А что это такое выглядывает? Это, наверное, подрастает молодое поколение, так я понимаю. А ну-ка. А ну-ка. Вот, видите? Да. И корней у нее, в отличие от остальных, прилично. И вообще надо уже ее пересаживать. И, наверное, отделять вот этого молодого человека. Вот. Лист пока не собирается крутить новый. Ну вот. Наращивает молодое поколение и корни. Вот ее надо пересадить, конечно. Но вот сейчас у нее вот эти корни в качестве фитиля. Такая вот интересная алоказия скальпрум. Мне нравится, что она не вредная. Такая вот, видите. Это тоже бывает вредничает, но не до такой степени, как вот Азлани и как вот дракон. Дракон вообще какой-то вообще несговорчивый. Я очень надеюсь вот на это зернышко, на этот клубенек, что я из него смогу получить домашнего дракона, адаптированного и невредного. Такое же бывает? Вот. Надеюсь, что такое бывает. Все, всех обнимаю. Всем мира и добра. Пишите свои пожелания и свои советы в комментариях. Мы все почитаем, потому что я думаю, не у меня одной есть какие-то проблемки с этой группой растений. Но я вообще новичок в этом деле, так что не судите строго. Пока-пока. Друзья мои, привет-привет. Видео про алоказии. Это моя полечка красавица. Ну вот немножко, видите, уже все-таки желтит этот лист, но новый разворачивает. В лучах вечернего заходящего солнца, ой, прям и хочется потрогать. И такой вот он, ну, красавица, красавица. Девочки, спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, советы. Ну, пока вот эта красотка сидит у меня пока здесь, вот растет, держит некоторое количество листьев, пока не пересаживаю. Пускай пока вот так и сидит в своем гнездышке, в стаканчике, в грунте с сиромисом. И детка вот растет. Детка пока второй листик не показывает, но мне главное, что вот интересно, насколько будет по размеру больше или меньше вот этот новый лист. Стараюсь с поливом не пропускать. И знаете, что хочу вам рассказать? Хочу вот на эту полочку поставить ее остальных подружек алоказий. Они еще небольшие, просто здесь такое классное место. Здесь свет во второй половине дня такой рассеянный. Смотрите, кто здесь у меня растет. Руби Даймонд. Огонь, просто огонь. Открыл свой бутончик, это невероятный. Но я его перемещу на другую полку. Но прежде чем я это сделаю, я же должна освободить. Я вам покажу, что он тут не один такой красивый. Тут еще вот этот метушник. Метушный король, я его называю. Ну, я покупала как Мету Кинг, Мету... Как это? Сан, скорее всего, да? Ну, пожадничал в этот раз Метусан. Видите, много цветоносов стареньких, а только один бутончик. Но они невероятные.
Смотрите. Два красавца. Слушайте, пришла рассказать вам про алаказии, а показываю вам орхидеи. Ну уж вы меня простите. Вы уж меня простите. Это невероятно лаковое чудо. А алаказии у меня стоят здесь, за окном, и мало света. Вот что я вам хочу сказать. Девочки, пересадила я своего скальпрума. Ну, он молодец. Он молодец. Я смотрю, что он после пересадки, по-моему, он ее даже никак вот особо не ощутил. Он тоже в такой же посадочке. Грунт вместе с серамисом. Вот его корешки. Ну, вы видели, у него было много корешков. И вот, по-моему, это новый лист. Да? Да. Это он будет расти, новый лист. Не знаю. Может, будет здесь жарко, и мы посмотрим. В общем, все надо наблюдать. Так, эта орхидея тоже сейчас пойдет где-то здесь, повыше. Аккуратненько, аккуратненько. Не толкаемся. Видите, я сделала проветривание, чтобы корешки не запотевали, не запревали в таких двойных горшочках. Сделала проветривание. Так, ну тут прям так, они вместились, 4 орхидеи на полочке, хорошо. И вот здесь место освободилось для малышей, для остальных. И я хочу сейчас, знаете, что сделать? Вот посмотрим. Я дракона пересадили мы в мох. Я хочу глянуть. Ну, еще рано, конечно, смотреть. Он вот так же начал у меня лист желтеть. Отделили мы один клубенек от него, забрали. Но пока я не вижу никаких корней. Тоже его сюда поставлю. Привыкает к жизни практически на свежем воздухе. Может, ему так будет лучше здесь. Все-таки вот здесь шоу за окном на них не сильно плодотворно влияет. Ну, хотя не всем это плохо. Вот эта красота мне нравится, как развивается. О, уже посмотрите, как открылся, развернулся так, солнышко. Развернулся уже новый листик у нее. Девочки мне советовали там, я знаю, девчонки, да, в неорганические компоненты. Но вот пока это растет здесь, пускай растет. Вот нарастит корней, я потом ее пересажу в большенький горшочек, уже может на фитилек. Моя Red Secret. Красивая. Вот новый листик такой блестящий. Потом он такой медный станет. Я сейчас так пока произвольно их сюда выставляю. Дальше буду смотреть. Ну, мне хочется, чтобы они вот эту полочку заняли. И вот я подошла и их увидела. И увидела, что они солнышко получают. Все-таки им хоть мало-мальский свет нужен. Мело. Я вчера вечером уже перед самым сном обнаружила, что они просохли. Я их полила. Они не на фитиле все, но они вот так в двойных стаканчиках. И там внизу вот водички немножко. И они растут. Это Мело. Попозируйте немножко. Вот такая красота на контрасте, да? Здорово. Такая прелесть. Так, ну Мело. Мело, мне кажется, там уже начинает очередной листик выдавать. Ну, не вот этот, а вот там что-то идет, видите? Начинает. Так, и вот это сколько у меня их? Раз, два, три, четыре, 5. Клубенек сидит у меня в тепличке в мхе. Не знаю, мне девчонки так и писали. Аня, шкура дракона любит либо лечузу, либо мох. Кто-то еще про торф мне писал, по-моему. Я говорю, как раз я ее в мох и засадила. В перлите у нас дело не пошло. Да, девочки, вот такие-то растения. Вот такие вот растения непростые. Им надо и влажность воздуха, нужен увлажнитель. Такие вот дамочки.
Так, и я хочу сейчас, знаете, что сделать? Разобраться вот с этой красотой. А, стоп! У меня что тут есть достижения. Достижения! Прекрасные достижения. Гляньте, вы помните? У нас же было один листик у Жаклин, но с новый листик. Смотрите, какой классненький. Видите? И там вон, в принципе, и солнца мало. Может, если я там спрячу между листиками остальных алаказий. Вот и корешки у нее. Тут вот я водички налила, прям ужас. Гляньте, какой второй листик вышел. Вот, а какой второй? Вот этот второй, который поменьше, вот пониже, который. Вот он почему-то черешок у него ниже. Видите, не хватило ей солнышка. Но главное, что она у меня живет. Живет. Может, не так сильно здравствует, но живет. Даже не знаю, как их тут расставлять. Так, может, ей будет достаточно. Нет, наверное, те, которые поменьше, наверное, их надо поближе. Так, чтобы всем хватало света. Вот, смотрите, как они здесь здорово будут смотреться. Эти большие сюда ближе, а эти как в тенечке немножко. Солнце скользящее. Все же лучше, чем вот там на полочке. Слушайте, осталась у меня одна алаказия. Ой, я сейчас, наверное, девочки, ее достану. Давайте мы ее сейчас достанем. Я не знаю прям, что с ней делать. Это Аслани, на которого не хватает зла, как говорится. Не, ну к растениям только с добротой душевной. Вот что-то там у нее. Или оставить пока. На новом месте пускай немножко, да? Как вы думаете? Там корней вообще я не вижу. Это что-то вообще. Вот я думаю, просто достать и в мох ее посадить, пока она еще не того. А? Как вы думаете? Боже мой, боже, какие вы малыши, какие вы карандаши красивые. А давайте мы сейчас Аслани достанем, ну вот красивая. Или здесь ее оставить. Пусть постоит пока здесь, немножко подумает. Да и в тенечек, да, вот так вот. Чтобы они сильно на солнце не перепеклись. Но у меня вот сейчас, вот это вот вы наблюдаете солнце, сейчас 18:00 вечера. Но поле хорошо относится к такому освещению. А эти стояли, конечно, в тенечке. Но мне нравится Жаклин. Ой, вообще замечательно. У меня, конечно, очень руки чешутся заглянуть, что там у Аслани творится. Но раз очень хочется, значит, надо заглянуть, правильно? Хотя вот я не пойму, вот уже давненько вышел вот этот из середины, видите, вот этот вот ростик, как листик я ждала, и остановился, как присох, что ли. Не знаю. Может, она сейчас в самый раз набирает обороты, а я сейчас трону. Ну, хотя бы один корешок было видно, но вообще не видно. Вообще не видно. Или пускай постоит. Ладно, девочки, пускай она так постоит на новом месте. Может быть, вот эта смена обстановки, больше освещения, оно поспособствует ее росту даже в этом грунте. Грунт ведь неплохой от производителя, от продавца. Я только говорю из всех этих, ну вот эти две у меня давно. Вот эти приехали от Юли. Юля в хороший грунт их посадила, я вижу, классный, все хорошо. Вот единственное, скальпрум перерос. Я его называю мальчик-переросток. Он был самый большой. И вот я его пересадила уже в свой грунт. Здесь я, конечно, ему на низ немножко керамзита положила. И добавила в универсальную смесь грунта, добавила разрыхлителей. В общем, вот так. Сейчас я еще принесу клубенек. Мы с вами пойдем сейчас посмотрим, где там у меня клубенек алаказии дракона.
Интересно посмотреть, на каком он этапе сейчас, что там происходит. Но он, по-моему, сидит вообще без изменений. Так, девчонки, вы мне и писали, что у многих вроде как уже изучили, нашли подход к взрослым, ну таким, к малышам уже начали они расти, давать у вас хорошие красивые веточки. А вот с клубнями тяжко. Вот через это тяжко я нашла один клубень. Вот с полей вообще проблем нету. Как бы ни говорили, я слышала, что говорят, что поле тяжелое. Ну, пока что я вообще, я без всякого опыта, она у меня первая, она у меня, ну, конечно, это ненормально. 3 несчастных листика, сколько она у меня? 2 года, 1,5, 2, наверное. Это ненормально, она должна быть уже лошадью, да? Ну, уже там деток у нее снимала. Но я вам скажу, что я рада, что она у меня жива. Я вообще же думала, что мало ли, что вообще ничего не получится. Но, слава богу, тьфу-тьфу, нормально. И вот с этими у меня были порывы еще накупить разных. Я потом себя остановила, говорю, нет, стоп. Пока сначала наведи здесь порядок в плане определи, что кому надо. Но вижу, вот медная неплохо растет. Но раз уже пошла вот эта красота в рост, я прям рада. Надеюсь, что после моей вот такой перестановки ничего страшного с ними не произойдет. Думаю, наоборот, они сейчас повеселеют. И вот я дракона пересадила, получается, в мох, потому что он в перлите, в грунте не хотел расти. В перлите не захотел ничего наращивать. Вы видели, посмотрите это видео, там, где я его достаю, там вообще корней не было. И на этом штурпаке был прикреплен только один клубень, который сейчас пойдем посмотрим. В общем, ну как-то так. Они такие интересные и достаточно непростые, но симпатичные. Все, идемте смотреть клубень. А клубенек у меня здесь, в тепличке. Вместе с хоечками. Ой. Мне кажется, что он как-то такой стал. О! Видите, вот так он выглядит. Не знаю, может, я его вверх ногами посадила, девочки. Я не пойму. Ну, короче, я вот той стороной, которая была прикреплена, я вообще просто положила его. Вот так вот он на мох. На мхе, короче, в живой мох положила и все. А там он сам пускай думает, что ему делать, в какую сторону ему бежать. Это мой, знаете, вообще бэбик. Первый опыт с клубнем. Не первый опыт. У меня шалоказия поли, но она была уже, клубни проросли. На момент изъятия из грунта проросли уже в грунте. Уже были с корнями, с листьями. Так что, в принципе, это мой первый опыт. Вот, я его просто достала. Смотрите. Короче, я не знаю, что с ним делать. Я его просто так положу. Пускай он сам решает, где у него верх, где у него низ. Не, ну явно, что низ это вот там, где он крепился, да? А верх вот это откуда ростик пойдет. Или отсюда корень пойдет. В общем, девочки, напишите место, которым он крепится к стволику растения. Это что? Это верх или низ? Вообще можно с ума сойти. В общем, вот так он тут у меня живет вместе с хоечками. Так что получится, не получится, ну, не получится. Сейчас такое огромное количество ценителей различных растений. Я локазией по праву занимаю среди растений остальных не последнее место. Мне нравятся и орхидеи, и хоечки, красавицы. Вот хоечки такие, красотки. И, конечно же, нравятся аллоказии. Из-за того, что у них очень красивые декоративные листики. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мирного неба, всем хорошего настроения, всем красивых растений, здоровых растений. Будьте счастливы, будьте любимы, занимайтесь своими любимыми, развивайтесь
и как бы изучайте новые виды растений. Это очень-очень интересно. Жаклин, конечно, просто сказочная. Когда вижу на видео у других блогеров, какие красивые она растит, огромные листья, ну это просто упасть и не встать. Она, конечно, еще та штучка. Ребята, вы думаете, я так и оставлю? Я ж не усну. Я должна его разобрать. Я прям уже посмотрела видео, девчонки вот в мох садят. Все, я его вытряхиваю. Сейчас мы с вами это сделаем. И вот эту ослань я сейчас вытяну. Я же с вами попрощалась, все, пошла на кухню, ходила, ужин готовлю. И у меня все в голове, нет, надо ее достать, Нет корней вообще, гляньте, корней вообще нет. Ну что вот ей там сидеть? Пойдет мох. У меня еще есть живой мох. Надо будет заказать у Надюши, наверное, еще пару литров. Попросить: Надя, пожалуйста, можно тебя купить мха? У нее хороший мох. Так, блин. Все, сейчас я переключаюсь, и мы с вами достанем, посмотрим, что там внутри. Что там внутри? Что не приготовила? Куда мне? Возьму этот рушничок. Девочки, что-то видно? У меня самой аж... Она ж у меня политая. Там, мне кажется, нечему даже... Кажется, там все сгнило. Я прям руками, девчонки. Вот. Вот такая вот озланька. Манюнька. Мне кажется, ей этого количества много. Ну, вроде ничего, да, девчонки? Может, я зря тут тревогу бью. Ну, как сказать, что ничего? Ну, мне кажется, что вот эти корни не очень. Сейчас я ее помою. Рассмотрим поближе. О, другое дело. Хоть понятно, что с корнями. Но если бы лечуза была, да, но опять-таки я боюсь вот эти все лечузы. У меня даже ее нет. Ну, в перлит я уже садить не буду, я буду в мох. Я возьму вот этот вот стаканчик маленький, который уже у нее был. Но этот был побольше, этот был под стаканником. Но возьму этот. Или этот помыть. Помою этот. Видите, какой я развела тут? Сейчас мои придут ужинать, а здесь на ужин озлани. Так. Мох. Теперь, девочки, я его немножко смочу. Может, надо больше. Я вот так возьму ее корешки, обверну мхом. Мох — это антисептик. Так, какой стакан мы берем? Вот этот. Вот так мох и высадим. Аккуратненько, да? Будет ей толчок, добавлю еще мха. Я намочу его. Толчок к росту и развитию. Вернем ее. Она ж, наверное, проращивалась в мхе. Вернем ее опять в мох. А то, знаете, такая вот сняла видео, какая-то неудовлетворенность осталась. Потому что думаю, ну блин, ну растюхи не сильно хорошо. Ну, пока корней, конечно, не видно. Возможно, даже в тепличку ее поставить. Она же такая маленькая.
Или уже она привыкшая. Вот видите, как присох вот этот ростик. Он как... Ой, девочки, сори. Он как присох. Перестал развиваться. Надеюсь, что она... Так, накрыть ее, да? Не стоит, потому что, думаю, листья начнут пропадать. В общем, вы увидели, что корешки неплохие. Но думаю, что вот так ей будет лучше. Мне так кажется. Подстричь ей, что ли, этот краешек. Короче, девочки, возишься с ними, с этой детворой, возишься. Она вредничает. Все, вот в таком виде мы вернемся на полочку. А сюда можно будет немножко водички вот так доливать и ставить, и мох будет там прорези, мох будет уже как бы подтягивать. Ну вот на этом все. Надеюсь, что я правильное решение приняла. И какое-то сегодня полезное дело сделала для растений. Пока-пока, друзья.